Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о дереве, которое обладает потрясающим ароматом. Такую душистую древесину дает сандаловое дерево. Древесина пользуется популярностью с античных времен. Груженные сандаловым деревом караваны можно было встретить на торговых путях, соединявших Индию с Египтом, Грецией и Римом. Из сандалового дерева строились многие древние индийские храмы. Сандаловое дерево относится к растениям-полупаразитам, которые первые несколько лет своей жизни питаются соками других расположенных вблизи растений, впиваясь в их корни. Это происходит потому, что корни дерева слишком слабы, чтобы получать достаточно воды и минералов из почвы, поэтому они развивают органы и паразитируют на корнях других видов. Далее сандал пускает свои корни в почву, причем он совершенно не капризен, может расти и на песке, и на глинистых участках. В естественном произрастании может достигнуть высоты в 10 метров и 100 сантиметров в обхвате, хотя до таких размеров дереву нужно расти не менее 50 лет. Кора у дерева темная с глубокими продольными трещинами, поросшая лишайником. Листья у молодых деревьев светло-зеленого цвета, гладкие и длинные. Из маленьких цветков образуются соцветия, производящие мясистые косточковые плоды. Их очень любят есть птицы. После процесса пищеварения выделяются семена, и таким образом происходит естественное распространение деревьев. Сандаловое дерево – это одно из самых дорогих деревьев в мире. Но на самом деле только сердцевина дерева делает его таким ценным. Чтобы добраться до нее, людям без устали приходится откалывать более светлый внешний слой дерева, который называется заболонь. Темная внутренняя сердцевина и есть основа для получения индийского сандала. Килограмм индийского сандалового дерева стоит сегодня $200. Его уникальный стойкий аромат делает его чрезвычайно востребованным. А когда этот аромат перегоняется в масло, 1 килограмм может стоить уже $8000. Сегодня сандаловое масло является желанным ингредиентом духов люксовых брендов, мыла для ванн и благовоний. Так что же делает аромат сандалового дерева таким особенным? Родом из Южной Индии, индийское сандаловое дерево использовалось местными жителями на протяжении сотен лет, прежде чем стало популярным ароматом для дорогих духов. Сегодня его используют для резьбы по дереву и медицинских целей, а в некоторых религиях оно даже считается священным деревом. После дистилляции сладкий древесный аромат сандалового дерева может сохраняться в течение десятилетий. Полученное масло взвешивается и отправляется на хранение. После получения древесины Департамент лесного хозяйства Индии продает сандаловое дерево на аукционе различным фабрикам. Одна из них находится в Майсуре. Поленья сердцевины дерева классифицируются как Джадж Покел и являются одним из 18 классов индийского сандалового дерева. Фабрики могут закупать как чистую сердцевину древесины, такую как Джадж Покел, так и необработанные стволы сандалового дерева. Однако, если они купят сырую древесину, то им нужно будет распилить каждое бревно самостоятельно. В этом помогает машина, которая расщепляет сандаловое дерево на более удобные части для последующего удаления сердцевины бревен. Этим занимаются несколько работников фабрики. Здесь вы видите коричневую часть дерева. Это сердцевина, а эта внешняя часть называется заболонью. Покрывает дерево кора. Получение сердцевины – это физически сложный процесс. Эти мужчины рубят каждое бревно, чтобы удалить заболонь, неароматную часть сандалового дерева. Чистая сердцевина – это самый высокий класс сандалового дерева. У некоторых деревьев извлечь чистую сердцевину довольно легко, так как она образует один круг в центре. У других же деревьев сердцевина смешивается с заболонью, что оказывает влияние на окончательную ценность масла. Такая древесина называется смешанной, она немного ухудшает качество получаемого сандалового масла. После того, как работники расщепили всю древесину, машина раскалывает поленья на щепки. Сотрудники просеивают эту щепу, чтобы собрать из них оставшиеся куски пригодной для использования сердцевины. Затем специальная машина перемалывает эти чипсы в порошок. После этого можно начинать процесс дистилляции.
Эта процедура достаточно долгая, и начинается она с подачи пара в перегонные кубы. После извлечения масла остаются гигантские насыпи порошка, но в нем все еще продолжает сохраняться запах масла. Этот порошок не пропадает зря. Из него делают ароматические палочки – дхупы. Это один из распространенных видов благовоний в Индии, используемый во время религиозных ритуалов. На заключительном этапе рабочие отделяют масло от воды. Они очищают его до тех пор, пока в резервуаре не останется полностью чистое сандаловое масло. Команде рабочих требуется около недели, чтобы перегнать 1000 литров масла. Резервуары с очищенным маслом отправляются в лабораторию в Бангалоре. Здесь исследователи проверяют качество каждой партии. Они нюхают образцы масла, чтобы убедиться, что аромат одинаков во всех партиях. Уникальный и стойкий аромат сандалового дерева делает его совместимым с широким спектром других ароматов, поэтому он является идеальной основой для парфюмерии. В своем составе сандаловое масло имеет базовый древесный компонент. Этот запах держится более 24 часов. Сандаловый запах не похож на запах апельсинового масла или масла жасмина. После того, как масло проверено, оно отправляется на другую фабрику, где будет использоваться для производства мыла различными парфюмерно-косметическими компаниями. Компания Karnataka Soaps and Detergents Limited, KSDL, является одним из крупнейших производителей сандалового масла в мире. Оно производит мыло под торговой маркой Mysore Sandal Soap. Это единственное мыло в мире, изготовленное на 100% из чистого масла сандалового дерева. Оно производится с 1916 года. Производят его в количестве 6500 тонн в год. И хотя основное внимание уделяется мылу, компания также продает пузырьки с маслом сандалового дерева. Так, один 10-граммовый пузырек сандалового масла стоит 5500 рупий или около $74. Это очень дорого. Конечно, большинство простых людей не могут позволить себе заплатить 3000 рупий или $40 за 5 грамм такой продукции. На каждом аукционе цена на сандаловое дерево постоянно растет. Цена может повышаться и на 10, и на 20% по сравнению с предыдущей ценой. Поэтому, когда увеличивается цена на сандаловое дерево, то растет цена и на сандаловое масло. Так, по сравнению с 2017 годом, килограмм индийского сандалового масла сегодня стоит вдвое дороже, и спрос на него не снижается. Ожидается, что к 2027 году рынок продаж масла составит более $165 миллионов. Из примерно 14 видов сандалового дерева индийский сандал и австралийский сандал имеют наибольшую коммерческую ценность. Разница между ними в том, что индийские виды имеют более высокие уровни альфа и бета-санталола, компонента сандалового дерева, отвечающего за его стойкий аромат и считающегося наиболее полезным для здоровья. Не так давно Индия доминировала на рынке сандалового масла и продуктов на его основе, но в последние годы Австралия, где выращиваются как индийские, так и австралийские виды сандалового дерева, завоевала значительные позиции на рынке. И хотя может показаться, что в Индии очень много сандалового дерева, на самом деле страна столкнулась с нехваткой поставок ценной древесины. Предложение стало настолько ограниченным, что некоторые заводы по переработке сандалового дерева в 2021 году работали только в течение примерно 4 месяцев. До 2002 года частным производителям было запрещено выращивать сандаловые деревья в южных индийских штатах Карнатака, Тамил-Наду и Керала. Правительство разрешало лишь небольшое количество посадок сандаловых деревьев. В то же время сбор урожая стал чрезмерно высоким. Из-за этого предложение сандаловой продукции Индии значительно сократилось. А с 2018 года вид признали уязвимым. Это всего лишь на один уровень выше исчезающего. Еще один фактор, который ограничивает предложение и увеличивает цену, связан с тем, как растет дерево. Старые деревья, как правило, дают больше масла, что делает их предпочтительными для производства масла. Производителям обычно приходится ждать около 20 лет, пока дерево не достигнет товарного вида. Этот период ожидания не только ограничивает количество сандалового дерева, но и подвергает риску деревья. Сбор сандалового дерева – это не сезонная, а постоянная работа.
Нужно очень много терпения, чтобы вырастить деревья. Его необходимо постоянно оберегать, пока оно не созреет. И это единственная проблема, которую следует учитывать. И это не единственная проблема, которую следует учитывать. Сегодня каждое дерево должно быть зарегистрировано в правительстве. Оно не может быть собрано или транспортировано без его разрешения. Но даже этих строгих правил недостаточно для предотвращения воровства. По данным журнала Hinduism Today, в 2018 году примерно 2000 тонн контрабандного сандалового дерева прошло через черный рынок. Чтобы на протяжении десятилетий успешно выращивать деревья, фермеры должны платить за их защиту. Например, в городе Майсур некоторые деревья обмотаны колючей проволокой. Помимо существующих угроз, собрать древесину этих деревьев непросто. Даже когда у фермера есть разрешение, правительственный чиновник должен лично прибыть, чтобы выкорчевать все дерево. Ни одно дерево не должно быть потрачено впустую, особенно сердцевина в стволе и корнях, так как здесь самое высокое содержание масла. В конце концов, общее количество масла, вырабатываемого деревом, достаточно невелико. С 1 килограмма корней дерева можно получить около 60 грамм масла. Ствол дает от 40 до 50 грамм масла на килограмм, ну а ветки от 30 до 40 грамм. Чтобы восстановить некоторые виды деревьев, правительство штата Карнатака создало программу «Вырасти больше сандаловых деревьев». К ней присоединилось более 360 фермеров. Однако выращивание деревьев сопряжено с затратами на их защиту в течение десятилетий, что, вероятно, по-прежнему будет отпугивать многих фермеров. Получение различных разрешений, которые нужны производителям от правительства, замедляют процесс. Поэтому до конца не ясно, смогут ли подобные программы вернуть Индию к ее старому уровню производства. Хотя, как минимум, эти усилия могут помочь восстановить часть утраченных запасов сандалового дерева в стране. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!